Детство без родителей, война, блокадный Ленинград, голод, тяжелый труд. Затем признание, слава, успех, любовь великого музыканта, две дочери. В конце – изгнание из страны. Книга «Галина. История жизни» была написана для иностранцев в качестве иллюстрации, для того, чтобы они поняли, что значит жить в идеологии лжи. Впервые изданная в США в 1984 году на английском языке, эта книга стала бестселлером по всему миру и была переведена на все европейские языки. В книге история советской оперной певицы, педагога и народной артистки СССР Галины Вишневской, которая рассказана из первых уст. Книга не только автопортрет великой женщины, но и портрет эпохи. Читатели увидят деятелей культуры XX века Дмитрия Шостаковича, Сергея Лемешева, Вана Клайберна, Александра Солженицына, спектакли Большого театра, постановки Ласкала, а также семейные вечера в доме Ростроповича и Вишневской. Цитирую ее слова. «Эту книгу я должна была написать. Когда нас выбросили из нашей страны, мне нужно было рассказать людям о том, что случилось с нами и почему». Далее я хочу привести очень важную, на мой взгляд, цитату из этой книги. «Беспечно доехали мы до границы Восточной Европы, и только теперь почувствовали всю серьезность обстановки, накалившейся, как оказалось, до последнего градуса. С первых шагов по Чехословакии поняли, что разговаривать по-русски с людьми не следует. Нам просто не отвечают и с ненавистью смотрят на нас. Так что, если приходится обратиться к кому-либо, чтобы спросить дорогу, говорим по-немецки. Тогда отвечают. Это потрясает. Чехи предпочитают слышать немецкую речь, но не русскую. Как же тогда они должны ненавидеть нас? И мы вспоминаем Прагу 1955 года, когда мы поженились. Перед русским человеком тогда открывались двери в любом доме, как перед братом. Теперь же мы стараемся ехать только днем, не оставляя чувства опасности. Узнав в нас советских, ночью на дороге могут просто убить. Успокаивает в какой-то степени английский номер на нашей машине. И вот, наконец, Брест. Мы дома, и можно сбросить сковавшее душу напряжение. Но что это? Мы едем по Минскому шоссе, и весь день навстречу нам нескончаемым потоком движутся военные машины с солдатами, танки, орудия. Господи, Слава, что это? Война, что ли? Да перестань! Маневры! Нам и в голову тогда не пришло, что наша страна готовилась к оккупации Чехословакии. В Москве мы были только 3 недели и уже самолетом вернулись в Лондон для участия в фестивале советского искусства. Буквально накануне, 21 августа 1968 года, дня открытия фестиваля, когда Слава должен был играть с Государственным симфоническим оркестром СССР виолончельный концерт Дворжака. Этот день я запомнила на всю жизнь. Утром после завтрака мы пошли погулять. На улицах толпы народа. Несут плакаты. Русские – фашисты. Русские – прочь из Чехословакии. Внутри все похолодело. И все же еще не допускаем мысли, что свершился позорнейший акт в истории нашего государства. Бежим обратно в гостиницу, включаем телевизор. А там уже все станции показывают, как по площадям и улицам Праги ползут советские танки. Значит, правда. И как все ясно, хорошо видно. У советских солдат растерянные лица. Тысячи людей на тротуарах. Они не сопротивляются, но с каким отчаянием они смотрят на своих бывших братьев. Многие плачут, другие что-то кричат, голыми руками толкая стальные чудовища. Но вот объектив телекамеры передвинулся в другой конец площади, и мы видим, как несколько женщин, сцепившись руками, бросились на землю поперек дороги, ползущим прямо на них танком. Я в ужасе закричала. Но нет, слава тебе, Господи, остановились. Слава, как безумный, метался по комнате.
«Галя, что же делать? Какой позор! Преступники! Мне стыдно идти сегодня на концерт, ведь мы русские, советские». И надо же быть такому совпадению. В Лондоне в этот трагический для всего мира день открытия советского фестиваля. И именно концертом Дворжака в первом отделении. Через несколько часов Слава вышел на сцену огромного Альберт-холла вместе с музыкантами Государственного симфонического оркестра. За стенами на улице бушевала демонстрация, и в зале 6000 человек встретили появление советских артистов долго не смолкавшими криками, топотом и свистом, не давая начинать концерт. Одни кричали: «Советские фашисты, убирайтесь вон!» Другие: «Замолчите, артисты не виноваты!» Слава, бледный, стоял как на плахе, принимая на себя позор за свое преступное правительство. А я, закрыв глаза и не смея поднять головы, забилась в дальний угол ложи. Но вот, наконец, зал затих. Как реквием по чешскому народу полилась музыка Дворжака, и Ростропович, обливаясь слезами, заговорил устами своей виолончели. Зал замер, слушая исповедь великого артиста, слившегося в эти минуты вместе с Дворжаком с самой душой чешского народа, страдая вместе с ним, прося у него прощения и молясь за него. Думаю, что все присутствовавшие на этом концерте никогда не забудут его. Только отзвучала последняя нота, я кинулась к Славе за кулисы. Бледный, с трясущимися губами, с глазами полными слез, он схватил меня за руку и потащил к выходу. «Пойдем скорее в гостиницу, я не могу никого видеть». Мы вышли на улицу. Там кричали демонстранты, ожидая выхода артистов оркестра, чтобы выразить им свое возмущение. Увидя нас двоих, они вдруг замолчали и расступились перед нами. В наступившей тишине, ни на кого не глядя, чувствуя себя преступниками, мы быстро прошли к ожидавшей нас машине и, вернувшись в отель, наконец-то смогли дать выход своему отчаянию. Но что мы могли сделать? Мы сделали единственное, что было в нашей власти. Напились. Чехословацкие события, незаметно для нас самих, захлопнули книгу нашей былой благополучной жизни. Через год у нас на даче поселился Александр Солженицын. Начиная с 1969 года Мстислав Леопольдович и Галина Павловна поддерживали Александра Исаевича Солженицына, разрешив ему жить на своей даче под Москвой и написав при этом открытое письмо Брежневу в его защиту. За этим последовала отмена их концертов и туров, остановка всех записей. В 1978 году Вишневская и Ростропович были лишены советского гражданства. Газета «Известия» от 16 марта 1978 года писала следующее, цитирую: «Выехавшие в зарубежные поездки Ростропович и Вишневская, не проявляя желания возвратиться в Советский Союз, вели антипатриотическую деятельность, порочили советский общественный строй, звание гражданина СССР. Они систематически оказывали материальную помощь подрывным антисоветским центрам и другим враждебным Советскому Союзу организациям за рубежом. В 1976-77 годах они дали, например, несколько концертов, денежные сборы от которых пошли в пользу белоэмигрантских организаций. Гражданство СССР было возвращено Ростроповичу и Вишневской лишь в 1990 году. Возвращаясь ко вторжению в Чехословакию, хочу добавить, что в Советском Союзе в то время некоторые представители интеллигенции также протестовали против ввода советских войск. Евгений Евтушенко написал стихотворение протеста под названием «Танки идут по Праге», которое распространялось в самиздате в СССР и Чехословакии. Иосиф Бродский же написал стихотворение «Обращение» под названием «Генералу Z». Но все было бесполезно. Людоед никогда не изменится и не остановится.
Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!